Почти все гайды по профессиям устарели и не учитывают изменений в БК Classic 2021 года. Так что наслаждайся самым актуальным гайдом по профам для каждого спека в первой половине Burning Crusade. Приветствую тебя, фанат классики! Если не решил, за кого играть, посмотри мой гайд, кликнув по подсказке или в описании. Ну а мы переходим к разбору профессий. Инженерия – бесспорно лучшая профа на полях сражений и мировом ПВП, благодаря гранатам и бомбам. Однако на арене расходники не работают, равно как и пояс почти неуязвимости. Но инженерные очки, которые появятся со второй фазы дополнения, невероятно хороши, так как повышают твой уровень обнаружения противника в невидимости. Также инжа позволяет зарабатывать на продаже прицелов для охотников и бисового оружия для протовара. Но самое прибыльное у этой профессии – добыча частиц стихий с помощью удаленного конденсатора выхлопов с облаков запределья. Для всех физ ДПС дополнений Burning Crusade инженерия будет одним из лучших выборов. Основное в ПВЕ – гномская турель и саперы, которые бустят твой ДПС, а танкам позволяют набрать агро на паках. Особенно это актуально для медведя и протвара, так как они не обладают большим арсеналом для АОЕ танкинга. Из интересного, на БК Classic можно было использовать обе версии саперов, так как у них был отдельный кулдаун. Посмотрим, не поменяют ли это близы. Медведю и протовару гномия и гоблинская триньки предоставят огромный хп буст. Каждая дает 45 стамины и будут актуальны до тир 6 в некоторых случаях. Для разбойника и друида на арене будут актуальны очки, доступные уже с первой фазы БК, которые в течение 15 секунд повышают шанс обнаружить противника в стелсе. Тогда как для Энха инжа так же сильна, как и для остальных ДПС, в первой фазе у нее есть более сильные альтернативы, о которых я расскажу далее. Кастеры также получают больше усилений от других профессий. Бонусы от портяжного дела для кастеров, которые носят тряпку, слишком хороши в ПВЕ, чтобы брать что-то другое. Однако крафт всех предметов станет в копеечку. Spellfire сет, то, что могло бы разорить другой класс, даже не ударит по карману мага, шучу. Но этот сет замечательно сядет как на аркан, так и на фаер мага и прослужит довольно долго. Сове не стоит качать портняшку только ради этого сета, так как даже на первой фазе можно найти хорошую альтернативу. Frozen Shadow Weave Set – то, что жрец тьмы будет носить вплоть до тир 6 контента. Варлок же при желании сможет заменить робу и плечи во второй фазе, или также доносить все до черного храма. Spell Strike Set бонус очень хорош и активен только при наличии вкачанного тейлоринга. Однако я бы не стал отталкиваться только от него при выборе профессии, так как если ты не собираешься крафтить боб-сет, то возможно стоит выбрать что-то другое, а отдельно штаны или капюшон ты можешь купить или попросить скрафтиться гильдийца при необходимости. Primal Moonclaws Set сидит как влитой на Холли Престе и будет актуален довольно долго. Остальным хилам этот сет безусловно хорош как пререйд, но заменяется слишком быстро, так что нет особого смысла вкладываться в прокачку тейлоринга и крафт, только чтобы во второй фазе сменить профу. White Man Set еще менее привлекателен, так как стоит очень дорого и при этом имеет много альтернатив. Но если вы все же решите вкачать портняжное дело, то можно рассмотреть и крафт этих предметов. Тейлоринг помимо больших затрат также может принести неплохой пассивный доход за счет создания тканей различной специализации, а также позволит пополнять карманы за счет нитей заклинаний, которые будут актуальны для кастеров и хилов на протяжении всего дополнения. Также производство боей предметов должно поддержать ваши штаны, как например плащ отмщения, топ для многих физ ДПС в первой фазе. Помимо этого, портняжное дело дает приятный бонус на БГ и World PvP в виде сети, которая не позволяет двигаться цели на протяжении 3 секунд. Идеально для сохранения дистанции, когда ты одет в тряпки. Если находишь видео полезным, лайк помогает продвижению канала. Спасибо. Наложение чар Easy Pick для всех кастеров и хилов, как в PvE, так и в PvP. Тут все просто, кастерам эта профа дает плюс 24 к урону от заклинаний, а хилам плюс 40
бонус к исцелению. Большего бонуса при сравнительно низких затратах тебе просто не получить. Плюсом ко всему, энчантинг превосходно совместим с тейлорингом. Коту Enchant Striking даст хорошую прибавку к силе атаки, так что эту профессию можно рассмотреть с учетом того, что на третьей фазе ты планируешь чарить кольца на плюс 4 к статам. Ах да, на всякий случай напомню, что ты уже не можешь качать наложение чар, повесить энчант на кольца и сбросить, чтобы взять другую профессию. Бонус не будет работать. Прото-паладин также захочет зачарить кольца на плюс 12 к СПД, так что эта профессия является топовой и для него, особенно с учетом того, что ты можешь фармить соло-данжи и распылять предметы, вместо продажи их вендору, что даст неплохой дополнительный доход. Помимо распыления предметов, можно также заработать на крафте и продаже масел для хилов и ДПС. И конечно же, на чаевых за работу, если тебе повезет выбить востребованный рецепт. Кузнечное дело – один из лучших выборов для всех мили ДПС в PvP и PvE, за исключением друида, так как у него лапки. Возможности для заработка хоть и ограничены, но все же имеются, а именно камни для заточки и цепи на оружие, а также некоторые боепредметы. Армсвару и Retribution Паладину не обойтись без защитника Львиного Сердца, если они хотят наносить достойный ДПС в PvE. Во второй фазе этот меч апгрейдится до палача Львиного Сердца и также будет оставаться бисом. Так что специализация мастера ковки клинков – твой выбор в PvE. Для Фури Воина мастер школы молота абсолютный топ. Ты не только получишь лучшее оружие в PvP, но и безальтернативные мейсы – драконья пасть. Бонус от прока хосты слишком велик, чтобы пройти мимо. Пожалуй, единственным исключением являются орки, которые могут предпочти топоры, но тут дело вкуса. Разбойник найдет альтернативу драконьей пасти уже в Каражане или за арена поинтсы, но если ты все же решишь минмаксить, то приготовься к тому, что придется выложить немаленькую сумму на прокачку профы, которую ты скорее всего сбросишь уже во второй фазе. Для Энха БС все так же остается одним из лучших выборов. Даже если Близы сохранят разделение на мейн-хенд и офф-хенд для шаманов, альтернативные профессии значительно уступают по усилениям в ПВЕ. Про товару путь мастера ковки клинков открывает доступ к лучшим мечам на первой фазе. Пылкий страж, который апгрейдится во второй фазе до другого биса – пламенное неистовство. Кожевничество утратило свою популярность по сравнению с ванильной версией, так как Blizzard пофиксили барабаны и теперь после их использования накладывается дебаф на всю группу, не позволяющий получать повторное усиление в течение 2 минут. Однако необходимость минимум 4 кожевников для усиления рейда все еще присутствует, и никто кроме шаманов не подходит лучше на роль барабанщиков. Enhance получает доступ к сету Primal Strike или Aban Netherscale, а Restore к Windhawk сету. В случае с Элемом тебе доступны сразу 2 сета на выбор – Netherstrike и Windhawk. И тут я бы задумался, так как Windhawk сет позволит тебе при необходимости спекнуться в Restore в рейде или в данжах, и при этом потеря ДПС будет незначительна. Альтернативным барабанщиком может стать Бумкин или Реста Друид. Windhawk сет прекрасно подходит для обоих и позволит тебе свапать роли в рейдах и данжах. Особенно хорош лазерворкинг для Dreamstay друида. Поле Палу тоже подойдет этот сет, но отсутствие универсальности использования и то, насколько быстро он его заменит, делает выбор кожевничества для них менее предпочтительным. Кстати, за какой спек планируешь играть и почему? Поделись в комментариях, будет интересно узнать. Как и в случае с тейлорингом, кожевенное дело позволяет зарабатывать на накладках только теперь для физ, ДПС и танков. А также весьма популярным будет ездовой хлыст на увеличение скорости полета на 10% и другие боe-айтемы. Ювелирное дело довольно слабо апнет тебя в ПВЕ и по-настоящему раскроется лишь с выходом Санвела, но позволит зарабатывать на продаже гемов и просеивании. Исключением являются танки, которые могут усилиться сразу от 2 уникальных камней. Протопал также получает доступ к статуэтке змеи из животворного рубина, где помимо 33 выносливости и 23 интеллекта, его ждут сладкие 150 к урону от заклинаний при использовании.
В PvP же бонус от 2 гемов будет приятным для всех. Стамина никогда не бывает лишней. А некоторые гибридные спеки могут получить бонус сразу от 3 уникальных камней. Ювелирка открывает доступ к статуэтке пантеры из Ока Ночи, которая помимо тонной силы атаки увеличивает твой уровень невидимости, что безусловно делает эту профессию актуальной в PvP у разбойников и фералов. Алхимия бесспорно одна из лучших профессий, если перед тобой стоит задача поднять золотишко. На выбор тебе открывается 3 специализации: мастер зелий, мастер эликсиров и мастер трансмутации, изучив одну из которых ты получаешь шанс на дополнительный прокрафта от 1 до 4 и изучение нового рецепта выбранной тобой специализации. Благодаря востребованности изначальной мощи для крафта бисовых предметов, ты можешь заработать немало золота на старте дополнения, будучи мастером трансмутаций. Дам полезный лайфхак: начни с мастера зелий, самые дешевые расходники, потом сбрось за 150 золотых на трансмутацию. После первой фазы я бы предпочел мастера эликсиров или зелий, но трансмутация все еще остается хорошим вариантом, так как ты можешь делать трансмут камней для ювелиров, которые потребуются для крафта метагемов, или стабильно зарабатывать горсть золотых, просто продавая КД на трансмут каждые 20 часов. В ПВЕ, пожалуй, единственный класс, который получает усиление от алхимии, это друид. Для медведя алхимический камень, который дает плюс 15 к статам, является бисовой тренькой вплоть до Санвела. Для кота же этот тринкет лучший на старте БК, так как помимо статов увеличивает количество получаемой маны с потов на 40%. Сове алхимический камень тоже может быть неплох, так как проблема с маной особенно ощутима на старте дополнения, а твой иннер в любом случае достанется аркан-магу или какому-нибудь хилу. Ну и конечно же, лучше всего алхимия сочетается с травничеством. А друиды – прирожденные травники, благодаря способности собирать траву, не выходя из формы. При сборе различной травы в запределе с определенным шансом может выпасть Fel Lotus, частица жизни, частица маны и зерно кошмарника. В открытом мире на мега-серверах будет довольно много конкуренции, несмотря на слои. Так что отличным вариантом для сбора травы будут подземелья. Идеальными классами для этого являются разбойник и опять-таки друид. Это, пожалуй, одни из лучших твинков для фарма ресурсов. Качаете травничество и горное дело и стабильно зарабатываете в данжах. Кстати, о майнинге. Эта добывающая профессия может приносить не меньше золота, чем травничество, учитывая ее востребованность в кузнечном деле, крайне популярном на ранней стадии дополнения, а также инженерии и ювелирного дела. При добыче руды в запределе есть определенный шанс выкопать этерниевую руду, частицы земли и огня, а также камни, необходимые для ювелирки. Снятие шкур не стоит твоего внимания, если ты не кожевник. Однако паладин и маг могут взять скиннинг в дополнение к энчанту, чтобы увеличить эффективность АОЕ фарма. Для охотника, за исключением инженерии, ни одна профессия на старте дополнения не принесет значимых усилений. Так что ты можешь выбрать то, что тебе по душе, или взять горное дело и добывать руду параллельно с извлечением частиц стихий из облаков. Первая помощь. Без вариантов, качай. Рыбная ловля будет приятным источником пассивного дохода. Почему пассивного? Потому что тебе придется пассивно сидеть на твоем стуле, ловить рыбку и смотреть сериальчик. В запределье ты можешь выловить не только рыбку из пруда, но и чудной ящик, частицу воды и покрытый надписями тубус. Последний может стать золотой жилой, так как содержит в себе свитки, самые дорогие из которых свиток силы и свиток ловкости. А также на самом старте дополнения появятся ежедневные задания на рыбалку, наградой за выполнение каждого из которых будет мешок рыбацких сокровищ. И самое интересное, что можно вытащить из мешка с шансом чуть менее 1%, является глаз моря, бис-гем для танков. Кулинарное дело, помимо новых блюд, также обзавелось дейли-квестами, за выполнение которых тебе вручат бочку с рыбой или ящик мяса. Самой ценной наградой станут рецепты, которые ты сейчас видишь на экране. Надеюсь, это видео помогло тебе определиться с выбором профессии в БК. Поделись в комментах, какие профы выбрал, а также не забудь подписаться на канал, так я смогу понять, интересна ли тебе тема Burning Crusade, и буду выпускать видео чаще.
Увидимся за пределье. Планируешь врываться в БК Anniversary? Присоединяйся к гильдии Dictators на спиншаттер за Орду. Ищем активных игроков, стабильное закрытие рейдов, PvP активности и просто приятное общение. Инфа в описании.